Здравствуйте, 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 дорогой мой YouTube. Канал Hard Games, да? Это у нас канал Hard Games же, да? Или Hard Play? Нет, Hard Games. Да, проигрывает Hard Games. Ну что ж, я поправился, я болел. Я болел 2 дня здесь лежал, фыркал, чихал, пердел, кашлял. Но в итоге, в общем-то, привел себя в надлежащий боевой вид. И готов вам представить новую игрушечку. Новая игрушечка, да, называется War Tales. War Tales, честно скажу, мы в нее залипли. Спонтанно скачали в Стиме. Игра стоит дороговато. Косарик она стоит, по-моему, с какими-то скидками. И неожиданно залипли часов, наверное, на 6-7. Вообще тестовые сделали заходы. Игра очень хардкорная. Игра не допускает ошибок. Игра, блять, вчера мы в этом убедились, делает огромное количество сюрпризов. Тестили мы ее на стримах на канале Vast. Vast — это платформа, тоже игровая, на котором, в общем-то, наша СНГшная платформа, на котором я, в принципе, и стримлю. Если хотите, ребят, поддержать и видеть весь контент, а не только тот, который попадает на канал Hard Play Hard Games, заходите, можете подписаться. Подписка там бесплатная, прожимайте сердечко, как на Твиче, и добро пожаловать, добавляйте, то есть, канал в избранное. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Hard Inside. Все уже знают, всем надоел. Ну, мы, в общем-то, начинаем. Игра пошаговая. Игра пошаговая, и от ваших решений, от ваших действий, от ваших осознания механики игры зависит огромное количество, в принципе, да все зависит вообще, в принципе, от этого. Игра в себя включает крафт, игра в себя включает кучу разных механик. Это рыбная ловля, добыча, херича, еще что-то. Мини-игры она в себя включает, если их так можно назвать, но, наверное, вряд ли. Допустим, если основываться на крафт и на все остальное. И много интересного. То, чего мы даже не заметили, не увидели. Судя по всему, кстати, эта игра в себя также включает определенный сюжет и сценарий. Частично, которого совсем немного, на 20 там что ли процентов в локации, на 20% всего, мы его коснулись совершенно случайно. Так что всем приятного просмотра, вот такой вот небольшой отзыв, небольшая такая забанушечка для всех. Ну, а мы, в общем-то, начинаем. Итак, сразу же выбираем, кто будут наши спутники. Это стак героев, в котором мы пойдем, это 4 героя. Мы пробовали, наверное, абсолютно все. Неплохо себя показал, в общем-то, мечник-танк, лесничий. Короче, сейчас все увидите. Там даггерщик, херагерщик. Но мне, наверное, самый балдеж и кайф — это, наверное, именно вот этот стак. Вы меня спросите, почему? Во-первых, потому что здесь дается бонус плюс 150 голде. 150 голде, мои хорошие, это сразу же, как мы уже выяснили, одна бронька или одно очень хорошее оружие, которую в результате, если сильно поискать, запотеть, и если повезет, вы можете купить у NPC-шек. Также, в принципе, есть неплохой вариант вот этот, но... Ну, не знаю, здесь мне, если честно, бонусы не особо нравятся, потому что спутники и так получат свой опыт. Мы уже об этом прекрасно как бы увидели. Хлеб — бред. Абсолютный полный бред. Кроны, не знаю, под большим вопросом. В общем, спорный очень стак и очень спорные бонусы, потому что еду мы, в общем-то, и так научились с вами добывать и уже понимаем, что и как. Разбойники, спасающиеся от стражи, мне не нравится сам лор. Знаете, типа такое. Опять же, ну, не знаю, ни рыба, ни мясо. Поэтому, наверное, все-таки люди, сопровождающие потерявших нанимателя купцов. Лучника мы сможем всегда с вами нанять в любой таверне. Поэтому мечник, воин, копейщик и дикарь. Вот такой стак ближнего боя, причем... очень интересный стак, как по мне. Ну что ж, начинаем. Поехали. Сразу говорю, половина из этих персонажей я понятия не имею их механик. Я знаю только мечника и дикаря. Остальных так, постольку-поскольку.
Значит, ваши спутники привыкли, это бонус нашим спутникам. Бонус наших спутников получат, скорее всего, тут либо телосложение, то есть, чтобы они были потолще, либо есть еще очень неплохая вещь, это повышение критического урона. Вы знаете, крит урон это вещь рандомная, он может залететь, может не залететь, залетает хорошо, не залетает плохо. А вот опыт в бою, ни разу мы его не брали, но я считаю, имеет место взять, потому что чем быстрее наши воины качаются, тем лучше. То есть, чем быстрее наш воин прокачается, тем быстрее он сможет одеть доспехи, тем быстрее он оденется. А мы уже с вами выяснили, что не всегда воины вообще доживают. И толщина их, в общем-то, левела напрямую зависит от их выживаемости. Так что хитрые бойцы я, пожалуй, возьму. Ну и, как у всех воинов, должен быть и недостаток у нашей группы. Недостаток, я так думаю, что... Опасность во время стоянки — это самый лайтовый недостаток, который здесь есть. Почему? Потому что я, в принципе, не боюсь ночных нападений. Пусть нападают. В общем-то, отгребут они по полной программе. Здесь я вам сразу говорю. Смотрите, сложность боя, сложность симуляции. Одна из немногих игр, в которой, блядь, сложности, наверное, и так хватает. Судя по тому, что мы увидели. Потому что даже половина, даже, наверное, процентов 20-25 механик мы с вами не увидели. Не буду спойлерить, но про туман, просто скажу слово туман, и этого, наверное, будет достаточно. Мы вчера просто все охренели. Мы вообще не поняли, что произошло. И да, и все потом загрустили, и просто стак весь наш канул в небытие. Поэтому... Здесь спорно. Давайте, наверное, я задам вопрос. Задам вопрос чату. На данный момент все-таки я стримлю. Как вы считаете, стоит ли проходить на харде, но мы будем постоянно умирать? Мы будем умирать, мы будем заходы. Бесконечные будут заходы. Либо стоит со средней начать. Но средняя здесь называется средняя. На самом деле это прям жопа боли. Вы знаете, вы видели, вы шарите. Напишите, давайте так, средняя либо хард. А то да, это очень странно, то, что они пишут в чате. Они пишут да. Я говорю, на каком? На харде поиграть, либо на среднем? Они знаете, что пишут в чате? Да. Или нет. Это очень странно. Ну, 90, наверное, процентов 80 пишут среднее, да, потому что, наверное, видели просто прохождение и насколько игра хардкорная. Поэтому давайте все оставим как есть. Я не знаю, что такое исследование. Да, свободно, конечно. А вот здесь бы я добавил. Смотрите, какой режим дает игра. Сложность боя понятна, но они далеко не тупые здесь. Они очень все грамотно делают. Сложность симуляции влияет на усталость, голод. Здесь этого хватает за глаза. Режим сохранения. Да, наверное, свободный. Типа, да, наверное, как сохранять, да, наверное, свободный. А вот исследование. Я бы усложнил. И мне так кажется, что именно вот это будет самым тяжелым испытанием. Давайте я зачитаю, что это такое. Исследование. Тут есть либо свободно, либо регионально. Исследовать мир этой игры War Tales можно двумя способами. Свободно, по всему миру можно путешествовать, как захочется, враги будут подстраиваться под вас, обеспечивая сложность, соответствующей вашей команде. А есть, смотрите, какая интересная вещь. У каждого региона в мире своя уже установленная сложность.
вам придется расширять и усиливать отряд, прежде чем вы сможете исследовать более трудные области с сильными противниками. То есть мы можем зайти в какой-то регион, в котором просто выйдут и снесут наш отряд под корень. То есть нужно будет очень внимательно за всем смотреть. Но здесь двоякая такая вещь. То есть, смотрите, каждый бой, он будет... У них, то есть, залоченные левелы, можно так сказать. В начале лайт. Тут спорно. Оставь. То есть, всегда, чтобы они под меня подстраивались, да? То есть, всегда будет... Свободно это, по идее, да, сложнее, да. Да, свободно сложнее, потому что они всегда будут моего левела. Поехали. Ну что ж, наш стак предлагаю кастомизировать. Во-первых, думаем, что нам предлагает уже изначальная игра. Игра нам предлагает 2 танков. Игра нам предлагает копейщика. Копейщик у нас, скорее всего, выйдет в ДД, Damage Dealer. И мечник. Вы знаете, при таком стаке тут есть несколько вариантов развития событий. У нас есть дикарь. У нас есть 2-й танк. Мы можем, в принципе, сделать вот так. Почему бы и нет? Мы оставим 1 танка. Но при этом можно сделать именно вот таким образом. Но немного ли? Не потеряем ли мы стойкости? Понимаете? Вот здесь вот вопрос, который повлияет сейчас, в принципе, на всю игру. Абсолютно на все. Пони. Пони вообще-то да. Пони это важно. Так. Копейщик у нас сразу выходит в этот скилл. 100%. Копейщика, знаете, я, наверное, сделаю себя. Что-то мне уж больно хочется. Хард. Будет у нас копейщик Хард. Просто смотри, вот он уже просто, понимаете, с бородой, он лысый. Вот. Тут, ля, смотри. Как с меня рисовано. Цвет одежды. Фиолетовый. Ля, похож. Бам-бам-бам-бам. Пони. Пони. Ну, ребят, здесь пони, как бы, это, соответственно, пони Фокс назовем в честь нашего админа. Фокси, давайте вот так назовем. Это у нас будет наша пони, наша лошадка. Такая хорошая, красивая, да, мы ее обязательно с вами оденем. Шо. Она просто говорит очень много всегда. Ну так вот. Мечника. Все-таки мы, наверное, мечника, да? Или пеха. Давайте вот так вот сделаем. Ну его нахрен от греха подальше. Опасно. Давайте 2 танков. Подольше поживут. Очень такая... Опасно. Давайте 2 танков. Ну его нафиг. Так, мечник. Мечник. Знаете, как делается? Вот так вот просто берется, вот так вот глазоньки закрываются, вот так. Оп. Вот смотри, под смайликом. Ник. Вот вы будете смеяться, под смайликом Далласа, знаете, какой ник? Анал-колдун. Ну, как бы, мужик сказал, мужик сделал. Брат. Нет, я же не шучу, реально ник такой. Дружище, без проблем, как бы, ну... Что тут? Ну что? Ну тут как бы без проблем вообще, абсолютно без проблем. Заставляет цель вступить в сражение, урон снижается. Да, урон снижается, да, мы урончик будем резать. Дикарь у нас...
наверное, тоже это будут прям вдвоем, а не резать урончик. Что-то мне так подсказывает. Да. И знаете, как надо сделать? Вот анал-колдун и тяночку. Тяночку. Обязательно нужна тяночка. Тяночки у нас назову ником, который просто первый женский попадется в чат, но не админы. Но не админы. Красивая, кстати, тяночка. Тяночки, пожалуйста, в чате нарисуйте. Все-таки история. История как... История как-никак пишется. Вот есть ник такой Теринка. Окей. Дело сделан. Так. Неплохая такая тяночка, кстати. Ну и воин. Воин женщина. Понимаете, такая вот прям вот. Понимаете, вот. Прям вот. Ну вот реально, понимаешь, такая вот. Вот такая хищная. Которая, понимаешь, и в огонь, и в воду просто абсолютно. Куда я-то? Куда я? Тупо, да, такая, знаешь, такая, но чисто, которая пожилую лошадь просто на скаку сейчас возьмет и тормознет. Да, еще некий в чате, если что, женский, кста. Кстати, давайте, вот такая, она прям, такая, она, знаешь, прям, чисто такая, короче, ну, нормальная такая. Опасная, кстати, бабца, на самом деле. Ну что, тяночки-то где? Вы всех тяночек распугали. Окей, давайте ник Стекила назовем. Стекила. Окей. Ну что ж, поехали. Вот такой вот у нас звездный пак получился. Желаю всем приятного просмотра. И вот 17 минут только я, наверное, могу создавать персонажей. Так, ну, поехали. Давайте, начать приключение. Наше 5-е или 6-е приключение, но YouTube увидит первое. Ой. Сейчас попрет. Сейчас пойдет. Ну что же, поехали. В самом начале, жизнь наемника всегда сопряжена с трудностями. На самом деле мы будем играть практически за Ведьмака. Небольшой спойлер. Сейчас увидите почему. Жизнь наемника всегда сопряжена с трудностями. После напряженной схватки с разбойником самые ушлые среди ваших спутников бежали, оставив позади щедрое вознаграждение и разгневанного клиента. Желая подзаработать крон, но не ценой собственных жизней, они теперь ищут себе новые занятия. В конце концов, ремонт и выпивка сами себя не оплатят. Итак, это у нас глобальная карта, по которой мы с вами ходим, двигаемся, но не надо здесь торопиться. За открытые области, как мы узнали, нам дают опыт, который мы потом прокачиваем в перки. Поэтому области открывать надо обязательно. Кстати, музыкальное сопровождение в игре очень-очень неплохое. Погнали. Сразу же вступаем в драку. Уровень 1, хулиган-браконьер. Напоминаю, то, что небольшой, опять же, спойлер, то, что доспехи ломаются, но при этом нужно не забывать также стараться делать так, чтобы не пробивали ХП, потому что в этом случае, если боец будет ранен, миллиард разных ран существует в игре, в принципе, как в реальной жизни, можно встрять на бутылки, которые очень дорого стоят, как мы уже узнали с ХП. Итак, пошаговая тема, расстановка. Знаете, вот, братик, мне кажется, зашел ты не в то вообще время, не в то место. Танки, конечно же, выступают у нас первыми. В общем-то, мальчик с девочкой. Стекила у нас зайдет, так скажем, с тыла. Ну и, в общем-то, что здесь мне сказать? Мы даже вот так вот сделаем. Стекила, наверное, первым подойдет. Сразу же
Напомнит мальчику, что не надо было идти бандитом, да, становиться. Атакуя свободного врага, в ближнем бою вы связываете его сражением. Сражающийся боец может атаковать только соперника, с которым он сражается, и с большей вероятностью получает критический урон. Пользуйтесь этим, у вас есть другие бойцы. Сражающийся боец оставляет спину неприкрытой, бейте врагов в спину. Вот именно для этого я и оставил своего копейщика, для того, чтобы прямо сейчас взять вот так вот просто зайти. Прошу прощения, сколько у меня увил? Увил немного пока что урона, но качать, естественно, я буду себя тоже безбожно. Вот такая вот критулечка у нас залетает. Лучник. Лучник, скорее всего, кому-нибудь напедалит, но неплохо, я скажу, он попал-то, кстати. Но лучника мы тоже сразу же связываем. Связываем борьбой. Я надеюсь, кстати, игра не тихо. Если что, подскажите. Все, завязали мы его дуэлью. Чтобы выйти из-под дуэли, ему надо уже заморочиться и сделать очень много разных мувов. Окружая с 3 сторон врага, получается бонус за окружение. И противник наш быстрее отлетает. Тиховато, да, игра? Угу. Это мы сейчас очень-очень быстро исправим. Надеюсь, за музыку не сильно накуканят здесь в игре. И YouTube сильно ругаться на нас не будет. Больно. Довольно больно. Я думаю, пора нам его сразу же минусовать. Мы, кстати, до сих пор так и не поняли. Поимка. Когда у врага осталось меньше половины здоровья, используйте цепи или веревки для поимки. Расположите одного из своих бойцов рядом со... Мы так и не поняли, как это делается, понимаете? То есть, что дает эта поимка, мы так с вами и не поняли. То есть, мы примерно услышали, что примерно она дает. Но, типа, знаете, все такое. То ли их продавать, как знаешь, то есть в рабство ты их захватываешь, то ли со временем они за нас могут воевать. Все, в общем-то, знаете, такая тайна, покрытая мраком. Мы так и не поняли этой механики, даже за столько времени, сколько мы играли. Без ДД решил, ты очень недооцениваешь вот немного других ребят. Я сейчас хотел для своего копейщика просто освободить местечко. Да, и кстати, дружочек, чтобы ты больше ни по кому не стрелял. Но он не доходит. Да и в принципе абсолютно ничего страшного. Я-то думаю, в чем прикол копейщика? А вот в чем его прикол. Я не хочу никаким макаром это нахер комментировать. В одной игре проклятие с луками, оно меня настигает повсеместно. Но настолько жестко. Это, понимаешь, это I don't give a fuck! Просто вот так вот можно сказать. Но ничего, все хорошо, все в порядке. Продадим, да, ну, на самом деле на 50 лук выпал. Трупы брать не будем. Чиним сырье. И, кстати, хард. Хард у нас получает левел. Но хард у нас очень хитрый. Знаете, он такой, он с хитрецой. И он у нас сейчас, кстати, думает. Каждый раз, когда боец убивает врага, каждый раз, когда боец завершает ход рядом с союзником и не вовлекается в бой. Нет, каждый раз, когда боец завершает ход рядом с врагом и не вовлекается в бой. Нет, мне нужно именно, наверное... убивает, наверное, когда врага.
Хотя это копейщик, это бойцы второй линии. И очень спорно, как его лучше выставить. Выставить ли его на второй линии? То есть тогда это вот эти вот перки. Либо выставить его именно добивать. Я думаю, что вот эта тема, потому что их по несколько штук бывает, ребят. Да. Я, наверное, предлагаю все-таки... Вот это нет? Ладно, давайте, да, за убийство. Чтоб, знаете, прям наверняка. Определяет здоровье... А вот здесь вот вопрос. Здесь вопрос, что мне взять. Я хочу взять ХП. Я хочу взять ХП и побольше жить. Да. Кстати, лук-то 48 стоит, дамы и господа. Это очень много. Это очень-очень-очень много. Сразу же мы разбиваем лагерь. Ты меня спросишь, что за лагерь, для чего он служит. Как вы видите, у нас идет с вами время суток. Когда оно дойдет до конца, люди захотят покушать и отдохнуть. Именно в этом лагере мы с вами можем использовать кемп-лагерь, я не знаю, как хотите называйте. В этом кемпе, если я не ошибаюсь, оно что дает? Критический удар? Критический удар я бы, наверное, прикурил, знаете, больше кому? У этого 4. У этого 3. Ну да, наверное, вот как раз воину-то и необходимо. Да, у нас будет, ребята, воин обустройством лагеря всего заниматься. Потому что, скорее всего, мы сейчас дикаря выведем. Воина выведем с вами в такого хорошего такого этого. Либо дикаря. Нет, наверное, все-таки воин. Наверное, воин. Да, воин как раз с двуручом, как раз плюс криты, плюс все, что только можно, да. И профессии здесь также, ребята, качаются. Я напоминаю то, что, как вы видите, новичок, подмастерье, херерии, открываются новые разные штуки. Короче, что нам нужно с вами сразу же прокачать, вообще просто не размысливая, не отходя от кассы. Мы с вами нашли железную руду. Как мы выяснили, рыбацкие крюки — это просто must-have, это просто необходимая вещь. Мало того, что дается левел за эти вещи, еще и качается сам персонаж. Поэтому собираемся в дорогу. И прямо сейчас, я так думаю, мы с вами увидим, где их можно применять. Именно в каких локациях или где и как и зачем и почему. Кстати, идут пацанчики. К пацанчикам можно нам докопаться. Пацанчики готовы отслюнявить сырье. Сырье по 5. Вы знаете, а я у них прикуплю это сырье, но при этом я им продам лук. Вот так вот. Вот так вот неожиданно, понимаете? И зайдем, конечно же, в конюшню. В этой игре есть такие вот объекты, на которые стоит акцентировать внимание. Это разные NPC, разные всякие штуки. Может быть поле боя, может боец у дерева где-то лежать, может еще что-то. Огромнейшее количество всякого дерьма, которое вы с легкостью пропустите, если вы будете невнимательны. Поэтому предлагаю поговорить. Итак, мы с вами заходим на конюшню, ребята. Как подумаю, сколько людей не подковывают своих лошадей, так оставшиеся волосы рвать охота. Ну, не знаю, на каком месте, если только, наверное, на голове. Да. Слушай, купи у нас коня, а я вам подков подарю. И в этот момент, первый раз прочитав, кстати, диалог и вдумавшись именно в него, нам предлагают купить коня. Да? Подкова стоит 50. Ты меня спросишь, для чего это подкова? Подковав нашу пони, нашу Фокси, да, нашу красивую, да, мы с вами передвижение по карте, то есть мы больше двигаемся, больше действий, та-та-та-та-та на 5%. Неплохой буст в самом начале, я считаю. Что если нам посмотреть лошадь? Давайте подойдем к женщине и посмотрим. Во время Эдаранской войны мое дело расцветало, но я не могу не чувствовать не сочувствовать, господи, моим бедным лошадкам.
По вам видно, что вы не солдаты. Возьмите их, если можете себе позволить, иначе они просто погибнут на поле боя. А ведь они ни в чем не виноваты. Итак, сколько они хотят за лошадь? Это самое важное на самом-то деле. То, мать его, 80 монет. 180 монет это крутая, неплохая, давайте так, ладно, броня, либо оружие в этой игре. Плюс 50 монет нам идет в подарок. Он сказал, что подковы я вам подарю, а это значит, что лошадь нам обойдется в 130 монет. 100 монет у меня останется. Про запас жалования у меня 63 монеты. Очень спорно, очень опасно и, может быть, даже очень необдуманно. Давайте поизучаем лошадей. Они, если что, еще и питание хавают. Знаете, все лошади у них абсолютно одинаковые. Жалование, конечно, лошадям платить не надо. 21, 12, 10. Прошу прощения. А характеристики-то у лошадок разные. Я бы пока ничего не стал абсолютно брать. Красть мы тоже не будем. Ничего. Мы просто уйдем. Слишком здесь сильно зависит все от бабла. Это мы уже тоже изучили. Но, наверное, все-таки вернуться. Грибочки мы собираем. Потом сейчас увидите, для чего они. Но вот вернуться и подковать лошадь, наверное, а стоит ли? Ну ладно, ладно, хорошо. Давайте разоримся. Давайте разоримся. И на нашу лошадку накинем подковку. Знаете, дороговато. Дороговато. Прям откровенное наедалово. Но ничего страшного. Поехали дальше. Идем с дороги. И видим город. Приходим мы в город. Открываем знания. Как я говорил, чем больше у нас персонажи узнают, тем больше мы можем получать разных приблуд. Это перки, которые мы можем изучить как для нашего лагеря, там для кузни, еще для чего-то, так и обычные общие знания, которые пригодятся нам повсеместно. Томить вас особо, ребят, долго не буду. Здесь огромное количество всяких вещей, вплоть до каннибализма, кстати. Потому что встанет вопрос еды. То есть мы можем поедать трупы людей, которых мы убили, либо которых мы нашли. Я так думаю, как всегда, наверное, самое правильное будет начать, конечно же, с рациона. Потому что ваши спутники теперь ведут себя разумнее и разделяют еду на порции. Это как бы было бы, наверное, неплохо. Но есть еще одна фишка, которая тоже нас очень-очень-очень приятно удивила. Где-то здесь вот вот есть передвижение, да, по миру. А есть... Как-то он... Там типа больше они находят. Может быть, он, конечно, еще не открыл такое. Оно, наверное, ребят, позже открывается. Но где-то было большее нахождение. Поэтому тут два варианта. Либо еда, либо скорость движения. Скорость движения крайне важна. Почему? Потому что чем быстрее мы двигаемся, тем лучше. Реально, чем быстрее, тем лучше. И мы, в принципе, со старта можем взять 10% бонус передвижения под карте. Это уже ощутимо. Это ощутимо. Вот эти 3, да, реставрация, 2, 3, это прям основа основ. Вообще прям очень важно.
Я возьму... А я вот возьму тренировки выносливости. Ну, ребята, ну тут без комментариев, да. Время-то идет так же, а хожу-то я по карте «Мама, не горюй». Ну, я ощущаю, если честно, передвижение прям очень конкретно. Итак, мы нашли с вами рыбное место. Ловля рыбы также дает определенный бонус. Бонус дает к воле. Воля, напоминаю, дает у нас буст, по-моему, к шансу, то ли к силе крита. Я, наверное, пока что покачаю себе это, потому что из всех, кто есть, наверное, им это не сильно актуально. Из них сделаем кузнеца, из них там сделаем, ну, короче, другую какую-то тему. Но я думаю, что это самое оптимальное, поэтому, ну что ж, давайте немного порыбачим и наловим нам рыбки. Количество крючков, количество рыбы в этом водоеме. Поехали. Сейчас мы карасика с вами наудим, потому что скоро ночь, и значит, скоро нужно рыбку будет готовить. Удачно. Параллельно мы, кстати, с вами качаемся. Надо тоже про это не забывать. То, что прокачка персонажа осуществляется очень-очень-очень тоже хорошо. Ловить рыбу довольно просто. Кстати, карпа. Карпа с вами ловим. Крючки на вес золота, но если не фейлить и быть очень внимательным, то вы за всю рыбалку потеряете всего-навсего один крючок. То есть, собирая снасти, вы теряете один крюк. Рейдером хай. Ну что же, город. Перед тем, правда, как в город зайти, мы сейчас с вами вот здесь вот возьмем одну вкусную штучку. Все, что вам попадается на глаза, все брать. Все брать, 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 брать обязательно, потому что все это, абсолютно все пригодится. Ну и как я и говорил, конечно же, здравствуйте, здравствуйте, броньки, хероньки и все остальное. Можно, кстати, просто на них напасть и, в принципе, начать игру заново. Вот тоже, кстати, как вариант, мы это пробовали, честно признаюсь. Да, идея очень плохая. Итак, кузня. А вот в кузне мы с вами прокачаем что? Правильно. Силу, ребятушки. Нам нужно прокачать силу себе, либо дикарке. Это, конечно, вопрос. Кому лучше качать? Наверное, все-таки дикарю. Давайте дикарю. Будет у нас дикарь-кузнец. Наша теринка. Открываются разные приблуды. Как вы видите, можно сразу прокрафтить броню, щиты, топоры и все прочее. Это начальный, то есть не прокачанный левел. Мы с вами все-таки пока что только новички в кузнечном деле. Также мы зайдем, поздороваемся в городскую ратушу. Здесь будет сидеть вот такая вот женщина. А вы наемники, да будет вам известно, что мы здесь не рады беженцам. А вы спросите, почему? Потому что они заполонили наши улицы и теперь занимают тракты. Эдаран шлет всех сюда, у кого есть ноги и рот, но кто не может держать меч. У вас полно работы. Здесь хватает честного люда, которому нужна защита от нашествия беженцев. Вот такая вот интересная история. Ну что ж, поздоровались. Нигде мы здесь чухаться особо не будем. Сразу же заходим в аптеку. Ты меня спросишь, для чего? Да для того, чтобы овладеть еще одним навыком. Это кто? Правильно, алхимик. Барсик, тихо. Пена, не надо. Вы знаете, ловкости дает алхимия ловкость, но ловкость нам сейчас вот конкретно, я поспорил вообще, кому она нужна больше, для чего она нужна. Ну, тут, знаете, такое, оно 50 на 50. Ну, ничего страшного. Давайте у нас колдун будет нашим алхимиком. Алхимики варят лекарства, в результате, то есть, всяких битв мы можем получить ранения. Но пока у нас все есть, мы просто зашли халявные статы залутать и, в общем-то, отваливаем отсюда к чертовой матери. Заходим на рынок. Рынок, просто вас ознакомлю.
трейдеры, еда, всякие безделушки, хрюшки и прочее шляпа. И самое главное, заходим в таверну. В таверне мы можем с вами нанять бойцов. Совершенно рандомные характеристики, как выяснилось, совершенно рандомные вообще типы, которые... Они могут быть нормальными, могут быть ненормальными, может быть лучше подождать, а может быть вот так. Короче, просто обычные типы, которые время от времени будут попадаться нам на нашем пути. Скиллы у них тоже, кстати, качаются совершенно разные, так что будем иметь в виду. Итак, но нам интересен больше эмиссар. Эмиссар — это доска в Ведьмаке. Давайте, если на пальцах. Не ищете ли вы часом работу? Задача эмиссаров — обеспечивать выполнение всех запросов на услуги. Мы регулярно обновляем предложения работы. И вот здесь начинаются очень интересные вещи, когда 3 задания мы можем взять из всех. Есть задания легкие, средние и тяжелые. Мы с вами начнем с легких. Банда явно не нравится компаньонам, которые жаждут истребления врага. Разбойники перегнули палку с ограблением купцов. То есть гоп-бригада, которая где-то ошивается, которую просто надо наказать. Берем. На карте она отображается. Кстати, да, совсем рядом. Надо остановить. Стражи. Короче, 2 банды гопарей. Но есть косяк. Они в разных направлениях. Понимаете? Понимаешь? Нет? Понимаешь? Понимаешь? Нет? Не понимаешь? Не понимаешь. Итак, старый маяк. Я бы еще и насчет маяка бы подумал на самом-то деле. Но на маяк нужно идти неплохо запакованными. Такой небольшой спойлер. Мы ходили, род запомнил этот поход. Очень мне понравилось, да. А вот теперь есть прикол. Я не заходил сюда. Я не припомню этого. Есть некий яблочный блинчик. 14 еды. То есть вот такой вот блин один, он покроет, в принципе, всю еду всей группы. И можно еще и взять повара. Понимаете? То есть... Повара. Надо бы освоить профессию повара. Ну что ж, нас ждут великие дела. Мы с вами выходим. И, в общем-то, двигаемся. Двигаемся, друзья мои, на следующее приключение. Я так думаю, стоит пойти наверх. В правую, точнее, сторону. С правой стороны как раз зайдем еще один, возьмем квест. Может быть, он окажется внизу. И дальше уже там увидим, что и как. Значит так, по одним и тем же местам надо стараться не ходить. Видите, сейчас 5 из 110. Нужно как можно больше территорий, как можно больше новых мест открывать. Но в лесах нас может ждать, ну, такая, знаете, маленькая неприятность в виде разных типочков, которые особо добра-то нам и не желают. Итак, ваш отряд измотан. Если вы хотите продолжить путь, спутники могут умереть от истощения. Мы разбиваем с вами отряд. Устраиваем привал. И вот именно на этом привале и понадобится нам та самая еда, которую надо нерфить. Нерфить, потому что они кушают очень много. Очень люди любят поесть. И здесь спасает нас что? Правильно. Спасает нас рыбка, которую мы с вами, ребятки, наловили. И хлебушка мы израсходуем всего одну штучку. Уровень опасности средний, 10% на то, что на нас кто-то нападет. Ну, я буду, если честно, только рад. Нет, никто не напал. Но ничего страшного. Ничего страшного, не напали. И, в принципе-то, и как бы и рукой махнул, и все. Лежит что-то хорошее. Что-то поблескивает. Кстати, ночью чем хорошо передвигаться? Древесина. Ночью чем хорошо, ребятки, передвигаться? Тем, что очень-очень-очень все вот это видно. Все вот эти блестяшки, вкусняшки и т.д. и т.п. Кстати, надо стараться двигаться по дорогам. Ты меня спросишь, почему? Да, все на самом деле очень просто. Потому что безопаснее, потому что меньше вариантов, что вам накурят. Но я, знаете, я люблю глубокое проникновение в контент. Поэтому я пойду вот так вот по опушечке. Опа! Сюда. И набредаем мы на 5 волков. Стая волков, которая расположилась у нас в лесу.
Очень хорошо они выставились. Прям вот мне, знаете, мне прям безумно нравится на самом-то деле, как они поставились. Почему ты меня спросишь? Да, тут все просто. Потому что сейчас удар на себя примут вот эти вот ребята, наши танки, в принципе, которые должны, наверное, да, принимать удар. И мы, наверное, возьмем, знаете как, сразу же. Вот так вот я подойду. Волк, кстати, забирает очень много клеток. Я напоминаю. И сразу мы по нему вот так вот вжагалим. Также, помимо волка... Да, кстати, сейчас еще они подойдут. Да, завяжется драка. Это прекрасно. Так. Волки, кстати, довольно проворные и ходят первыми. Хочу заметить. Но мы с вами тоже как бы не пальцем деланы. И волчоночка немножечко откинем. Предлагаю сразу же, вообще долго даже не думая, подойти вот сюда. И дабы избежать тяжелой аннигиляции, сделать сразу вот так. Сделать вот так. И сделать вот так. Ослабить врага нашего, дабы он здесь не надамажил. Этот, кстати, наш персонаж может уже выдвигаться вот сюда, вот на поддержку нашего пеха, который пока что стоит и терпит. Ты меня спросишь, почему? Блять, потому что у него ник, во-первых, анал-колдун, во-вторых, потому что он как бы должен терпеть, потому что это пех. Как бы, ну, конец истории, все, как бы. На этом история поучительная заканчивается. Но там третий волк на подходе. Надо его остерегаться, но он не пройдет. Не пройдет третий волк. Как в том самом фильме. Я думаю, вы все прекрасно его знаете. Это you shall not pass, сука. И так далее. Сука, это я от себя, если что, добавил, да. Еще накинем. Так. Как мы видим, порезали атаку. В принципе, все хорошо, все прекрасно. Ну, здесь по второму волчоночку мы сейчас прокурим. Прекрасно. Просто замечательно. Слушайте, я тут что подумал-то? Сейчас вот этот может тоже подойти и испытать череду новую, знаете, таких ощущений. Так. Тем временем мы подойдем к моему напарнику и ткнем его больно. Кстати, копейщик, знаете, тыкает, я так заметил, очень-очень-очень приятно. Я бы сказал, прям максимально приятно. При этом еще и успевает отходить. Что меня очень радует, кстати. Кровотечение, это, ребят, очень плохо. Это использованный хил, скорее всего, будет. Но на любой минус у нас есть наш очень такой приятный плюс. В том, что мы команда, блэд. Больно достается нашему вару. Прекрасно. Прекрасно, я не против. Ну и по двум он прям сразу же выкуривает. Убивает волка. Висит, кстати, кровотечение на нем. Очень серьезное кровотечение. Подбегаем. Прокидываем урон. Можно было, кстати, в спину забежать. Кстати, я только сейчас заметил одну очень приятную вещь. Знаете, какую? А зверей тоже можно, ребята, веревкой связывать. Нам нужна веревка. Нам экстра, мать его, срочно нужна веревка. Кстати, копейщик вблизи бьет гораздо меньше, чем издалека. Вот такое наблюдение. С одной стороны хорошо, а с другой стороны и не особо. Неплохо нас волки прокропили. Качаем секирщика.
Соперники пали духом. Пали духом — это очень хорошо. При смерти находится у нас один персонаж, но я думаю, что мы его сейчас отхилим. Итак, заканчивается битва. Хилим. Лекарства очень дорогие нынче. Очень неплохо нас покоцали нам броню. И залутали мы огромнейшее количество еды, шкур, короче, разных приблуд. И плюс мы еще и прокачали нашего двуруча. Двуруч такой говорит: о, хочу бить как можно сильнее. И качает, наверное, все-таки в этот раз силу. Да. А вот здесь самый интересный вопрос: в кого он у нас пойдет. Здесь уже выбор профессии. Это либо будет берсерк, наносит цели в 3 раза больше урона. Критический удар дает ярость. Наносит всем бойцам, палач. Ну, не знаю, под вопросом. Всем сражающимся союзникам дается ответный удар. Полный имбища скилл. Он у нас всегда будет стоять, скорее всего, где-то рядом с нашими тиммейтами. Мое мнение, то, что ответный удар, если вот он накидывает, получается, вы только вдумайтесь, всем сражающимся союзникам. То есть, когда по нам ударили, это сразу же идет ответка. По идее, ДПС будет просто огромнейшее количество, и бить наших союзников будет довольно накладно. Довольно накладненько, да. Так что, в общем-то, если мы качаем стража, то в связке с теми же самыми мили-классами, то есть щитовиками, он идеально зайдет. Можно, в принципе, вкинуть палач, но... ну, такое. Не знаю, тут, знаете, под вопросом. Так как у нас 2 танка, я бы выбрал вот этот скилл. Возможно, я ошибся, но тем интереснее. Так, продолжаем. Так, одолев волков, мы с вами продолжаем наш поход. А то видите, сколько всего. А ведь можно это пропустить. То есть, вот грибочки, еще что-то там нашел, здесь нашел. Вот видите, вот поле боя какое-то. Вот откуда здесь, казалось бы, поле боя, да? Вот кого-то гопанули. Опа, пшеничка. У меня галюны. Опа, ткань. Все сюда, нам все надо. Угу. Очень-очень быстро наш отряд передвигается. И через лес, через все. Я, в общем-то, и не жалею, то, что мы вот так вот с вами прокачались. Тем временем мы, кстати, идем по квесту. По квесту нам надо одолеть неких таких товарищей не очень хороших. В пещеры пока желание заходить не горю. Ты меня спросишь, почему? Точно. Потому что там можно и остаться. Оу. Неплохо. Я никогда не стану помогать беженцам после произошедшего. Давайте с капитаном поговорим. Будь спасибо. Только подумать, нам пришлось разбить здесь лагерь из-за какого-то упрямого разбойника. Я так понимаю, они ищут тех же самых. Бертрам ни перед чем не остановится, чтобы нагнать страху деревенщин. Но разбойника, я так думаю, мы найдем. Мне нужны наемники. Секунду. Еще разок. А вот это интересно. Нам пришлось разбить здесь лагерь из-за какого-то упрямого разбойника. Бертрам ни перед чем не остановится, чтобы нагнать страху на деревенщин. Но вот со стражей столкнуться совсем другое дело. Видите пещеру на севере? Он там окопался. Опа, квестик. Уже 3 дня прошло, и он не сдается. Бертрам знает, что ему конец.
но при этом продолжает защищать свое логово с таким упорством, что нам остается лишь ждать, пока он издохнет от голода. Привет рейдерам всем, здравствуйте. Вот почему мне нужны наемники, он вас не знает, может даже впустить вас, если решит, что... Короче, вы ему поможете. Как только вы войдете в доверие, то можете его добить для нас. Мы очень щедро заплатим. Ну что ж, очень интересный квест, но они его позиционируют как наемники, друзья мои. Точнее, они его позиционируют как разбойника. И, в принципе, стражи, в общем-то, доверять, точнее, не доверять, наверное, смысла нет. Что думаете? Ну что? Ну, по-хорошему, это бандит. Да, принимаем. Почему бы нам бандита и не нагнуть, но не сейчас. И вы знаете, я бы, наверное, именно сейчас, вот именно сейчас, купил бы броньку. Стоит она всего 105, но при этом дает и к передвижению, и к критическому удару, ну и, в общем-то, к броне. Не сильный даст буст, но и стоит она, я бы не сказал, что каких-то запредельных денег. При учете того, что мы выбили лук в самом начале, половина, ну, где-то в районе 60. 60 где-то. 60, да, даст. Кинжал. Кинжал нам не нужен. У нас кинжальщиков нет. Давайте побережем. Побережем. Хорошо, денежки. Так, а бандит у нас в лесу, да, запрятался? Прям так засел он. Знаете, я прям вот перед бандитом, я тут случайно еще одно увидел место ловли рыбки. А не зайти ли нам порыбачить и не отоспаться? Чё это и нет, когда да? Ой-ой-ой, кто-то прям брыкается. Карпик. Угорь. Прекрасно идет. Вот здесь главное не ложануть. Слишком дорогая ошибка. Карпа. Великолепно. Так, вот уходим вот сюда. Я так думаю, что именно здесь мы сейчас с вами еще и покрафтим. Кстати. Покрафтим мы еще прям парочку, да, наверное, рыбацких крюков. А помимо рыбацких крюков, я бы еще изготовил и отмычечку. Пригодится. Ага. И мы с вами открываем именно сейчас одну очень-очень интересную вещь. Перед нашим привалом мы с вами открываем рационы для того, чтобы наши ребята меньше кушали. Ваши спутники теперь ведут себя разумнее и разделяют еду на порции. Отряд ест на 3 еды меньше. Да. И как мы видим, уже 13. Они там 120 они едят.
Утрированно, конечно, говорю. Так, я предлагаю начать с волчатины. Шлифануть вот так и останками. Прям вот так. Следующий день мне предстоит жалование. 65 монет. Просят мои ребята. А вот, кстати, с этими можно успеть поговорить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ловкость. Допустим. Так, ну это понятно. О, волки с кабанами дерутся. На кабанов, наверное. За кого впрячься-то? За волков? Кабаны, по-моему, сильнее. Я нападаю на них. Поехали. Плюс кожа. Легчайший. Легчайший. Так, что мы имеем? Ну, это волчата на моей стороне. Ты видишь, мои хорошие, господи. 3 всего. 3 кабанчика. О, идите там этого, разберитесь с ними. Так, спокойно. Я надеюсь, волк оттанчит, да? Так, Хардушка стоит здесь. Это очень хорошо. Вот этих вот мы меняем. Танк наш заходит сюда. И здесь очень важно понимать одну вещь. А вещь будет, знаете, какая интересная? Смотрите. А вещь будет такая, то что мы же теперь в пачке стоим. Так, этот на себя кабанчика пусть отвлекает. Этот сюда, да. Поехали. Нет. Я так думаю, вот так вот надо подходить. Нам надо сохранить, понимаете, этот. Сразу же ослабление в него вкорячиваю. Дальше по щам ему даю. Дальше кабанчик бежит. Куда, сынок? Волки сами по себе ходят. Волки меня не слушают. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Очень хорошо. Дальше у меня ходит мой копейщик, который близко, повторюсь, он не подходит. Он стоит на расстоянии и просто уносит вперед ногами мусор. А за каждое убийство мы возвращаемся очко. Очень интересная механика копейщика. Я не замечал этого. Как он донатит. Как он, господи, донатит. Как он бьет сильно. Смотрите, этим мы опять же подбегаем и вкорячиваем насмешку. Пробиваем. Кстати, секирщик с копейщиком идеальное сочетание. Знаете почему? Прекрасно сочетается. А потому что ему не будет мешать копейщик. Он из-за спины будет бить всегда. Что такое? Что такое? Все, ослабление, ослабление. Вы все будете слабые. Вы женщины, понимаете, просто. Все. И по мне урон не проходит. Во-во-во, с волком Рамсись, это вообще идеально. Идеально придуманная тема. Волк со спины ему накуривает. Ага. Не-не-не-не, подожди секунду. Секирщик выбивает почти все хп с кабана.
Блять, этот кабан, короче, куда-то, я не знаю, поссать, может, посрать ходил. Короче, куда-то он отходил. Добираем кабана. Получаем воодушевление на всех. Подходим к копейщикам. Забираем кабана, получаем очко действий. Соперники хотят убежать. Не, пацаны, так оно не работает насчет там вот этого вот убежать, не убежать. Посмотри, какая зона поражения у копья. Это же вообще жесть. Убежать никто не убежит. Если что, по мне ударили один-единственный раз по танку. При вот этой комбине. И начинаем планомерненько кабанчика окружать. И выкуривать его. Все. Кабанчик бьется с волком, у них дуэль. Он отвлечься не может. Кабана сливают. Ну а мы с вами бежим на помощь к светлому будущему. Кабан стопудово на волка нападает. Молодец. У них с этим дуэль. Заходим со спины. Выкуриваем на 7. Идеально. Идеально разыгранная партия. Просто как... как часы. Как часы сыграл стример. Но здесь волки тоже неплохо, я скажу, зарешали. Чаби, спасибо за платную сабочку. Спасибо, ребятки. С браузера, да, ребят, кто подписывается, рядом с избранной добавить канал. Когда с браузера заходите, с обычного, появляется кнопочка «Платно подписаться». Спасибо. Подбежали. Фраг застилили. Сюда. Сюда. Шкур набрали. Мясо налутали. Вот сырья потратили неплохо, но ничего страшного. Но при этом дикарь у нас получает левел. Вот такие вот, видите, вот рандомные схватки. Очень хорошие вещи. Продолжаем дальше. Отступая, наносит 7 бойцам по области 6 урона. На кровоточащих бойцов накладывается яд. Мы с вами уже улицезрели одну хорошую очень вещь. При одном из наших прохождений называется вот это вот ослабление. Требует всего 1 единичку доблести, но режет урон аж на 50%. На 50%. И плюс дает мне необходимое телосложение. Только этот перк дает телосложение, а это танк. Поэтому телосложение. Обобрать, продолжить. И тут волки. Прям здесь же. Ой, в спиночку. Ой. Не знаю, застал, не застал врасплох, но сейчас увидим. Волки. Кто такие волки? Волки — это звери. Звери — это очень опасно, очень страшно. Звери могут укусить. Укусить это очень грустно, когда звери кусаются. Поэтому надо сделать, чтобы они не кусались. Поэтому предлагаю сделать ход пожилой лошадью. Этого надо будет отзонить. Сколько у него? 10, да? Да, вот у этого хп много. Он у нас сейчас будет с волками. Он у нас сейчас будет с волками чилить. Ну что ж. Подходим вот так вот. Подошел такой, знаешь, глаз прищурил. Такой говоришь: волки, да? Волки. Вот так вот взял. Вот так вот глазик прищурил. Так. Ня, бля. По пол хп. По пол хпшечки, пожалуйста, будьте любезны. О, ну здесь с щитовиком они очень долго будут веселиться, резвиться, ребята. У щитовика там хп столько, что, знаете, мне кажется, они очень долго с ним будут возиться. А там сейчас еще копейщик, кстати, подойдет, если что. А он может.
он может обидеться. Такой запросто вообще. Я думаю, что стоит в лоб, а лучше в бок зайти одному из волков. Почему в бок? Потому что вот эта херовина сейчас еще раз, когда ударит, я просто прокапал, чтобы, знаешь, наверняка он уже набрил. Типа. Мне, кстати, моему копейщику не хватает очков движения. Не понял сейчас. То есть вот так вот, да? Ну-ка, туда немножечко это. От меня подальше. Пожалуйста, держитесь. Молодой человек. Мне что нравится, то что копейщик всегда разрывает дистанцию ударом. Всегда. Он бьет. И все. Он бьет и отталкивает. И бьет он очень сильно. То есть ты видишь, да, что он творит, смотри. Он просто взял, ударил. И может еще раз вот так вот отбежать. Почему бы и нет? Могу себе позволить. То есть у него мобильность просто какая-то зашкаливающая. А этот у нас действует по одной очень простой схеме. Я секирщик. Мне вообще, говорит, ваши проблемы вообще просто... Он просто, знаешь, как этот, как какой-то, блядь, всадник апокалипсиса. Он просто ходит и просто по 8 x2 дамажит и все. Танк стоит. Танку вообще просто ему параллельно, ребят. Он вообще, он уже в жизни, говорит, всего отбоялся. И я так думаю, что танкам вообще стоит вообще вот сюда вот отойти. Мув сделать. Угу. По секирщику, да? Смело. Что ж вы так все меня любите-то, а? Что прям вот чувствую любовь. Делаем раз. Бежит волк. Кстати, вот этот волк полный. Пробивает сюда, накладывает кровотечение, очень неприятное. Забираем этого. Очко доблести за это мы получаем. Я думаю, что вот так вот, да, можно. Достаем. Волки очень по многу ходят. Очень по многу. Уносим. Бегут? Не-не-не-не-не. Вам бежать сейчас уже никуда не надо, ребят. И самое забавное. Мы подходим. И накидываем на него ослабление. И добиваем спокойно, без урона, в принципе, особого для наших персонажей. Скажи Володьке Андреевичу, что Степан Сергеевич зовет его играть. Вова, ты понимаешь, что Степа ждет? Почему ты заставляешь Степана ждать? Скажи. Волк попал в окружение, кстати. И вот сейчас бы, если бы у меня была веревка, я бы этого волка наказал. Но ее не оказывается. Кстати, хилка понадобится? Нет. Сырье 6. Срочно нужно возвращаться и поднимать себе сырье. Хотя сейчас у меня броня есть, так что под вопросом. Итак, у нас колдун получает очень интересную вещь. Он может прокачать защиту, либо он может прокачать броню, снижение брони. Просто взять, с ноги с пыру дает, и просто броня как бы снижается на 0, если что. Спорно. Спорно, понимаете? Очень спорно. Поэтому, во-первых, телосложение. Давайте вкинем мечнику. Он хочет. Да, это отпадает. Вот либо защита. Получаемый урон снижается на 30%. Нет, я бы вот точечно поработал, да.
Тем более, он же урон, да, еще? Да, он еще и урон наносит. Еще и единичку всего требует, кстати. Так. Обобрать. Продолжить. Ой. 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 Что-то чего-то очень много. Я прошу прощения, а мы скрафтить там не можем? Всякие штучки интересные. Не можем. Но у нас привал. А привал вот о чем говорит? Подскажи мне, знаешь в чате, о чем говорит привал? А привал, друзья мои, говорит о том, что серия подошла к концу. Но прямо сейчас на стриме я запишу еще пару серий, потому что игра безумно интересная. Пишите комментарии, зашло, не зашло. Пишите комментарии, играли, не играли, вообще что и как, и где, и зачем. Буду рад почитать абсолютно все. Также не забывайте заходить на канал Вазда. Начали смотреть аниме. Больше ничего говорить не буду. Клинок сейчас смотрим прям захлеб. Да, все. Телеграм-канал знаете, канал Вазда знаете. Спасибо за лайк, колокольчик. Удачи. Увидимся.